Перед собой вы видите график биткоина, на котором мы видим цифру 16 тысяч долларов с копейками. Вы думаете, что на самом деле цена биткоина именно такая? Но нет, вот глядя на этот график, мы можем увидеть реальную цену, которая скоро постучится нам с очередного дна. И цена здесь, ребятки, что-то в районе 8 тысяч долларов. Сейчас вы видите перед собой график GBTC. Это крупнейший держатель биткоинов в мире, компания Grayscale. У нее 640 тысяч биткоинов, и она владеет 3,3% от всего выпущенного биткоина. И у нее большие проблемы. Вы перед собой видите, ребята, сайт этой компании. Grayscale – крупнейший инвестор в биткоина. Если мы зайдем в инвест-продукты, мы здесь увидим, что у нас есть Bitcoin Trust, который составляет 10 миллиардов долларов. Если его открыть, вы увидите подтверждение, тут небольшое запоздание, цена уже немножко поменьше стала, чем 10 миллиардов, потому что цена-то у нас биткоина все-таки падает. И убыточек-то у них, там минус 72%. Если мы взглянем на CoinGlass, у нас, подтверждение есть. CoinGlass сейчас фиксирует 633 тысячи биткоинов, которые оцениваются, в 10 примерно миллиардов. Ну, чуть больше, чуть меньше они продали. И уже интернет, в общем-то, полон. Если вы загуглите название Grayscale, вы увидите, что Grayscale отказывается публиковать информацию о резервах. Они мотивируют это соображением безопасности. Но мы все прекрасно знаем, что даже когда компании, такие как FTX и Terra Luna, говорят, что у них все прекрасно, это вообще ничего не значит. А здесь они даже не удосужились сказать, что у нас все отлично, у нас есть полностью все резервы, все подтверждено. И если Terra Luna владела, ребятка, 80 тысячами биткоинов, то здесь у нас их 640 тысяч. Чем еще плохая эта ситуация, ребятки? Это наш будет очередной, если это действительно произойдет, и этот черный лебедь таки вылетит, банкротство Grayscale, то этот момент уже можно будет действительно считать окончательным дном, потому что сейчас 16 тысяч, как-то что-то очень сильно биткоин еще держится. Новость вроде бы с FTX была неплохая, но до боя крайнего я все-таки не вижу. И сейчас вы видите на этом графике, кто больше всего потерял на крахе FTX. И это еще далеко не последний черный лебедь, который может вылететь из-за краха FTX. И самый большой столбик — это 175 миллионов потерь, которые понесла компания Genesis Trading. Вы скажете, а при чем тут Genesis Trading? А при том, что она входит в одну и ту же группу, что и Grayscale. Это дочерние компании Digital Currency Group. То бишь именно, можно сказать, Grayscale пострадал в том числе от FTX. И то, что у них сейчас проблемы и они не хотят подтверждать наличие резервов, нам мягко намекает на то, что у нас дно еще все-таки впереди. И как видите, оно активно прямо у нас на глазах продолжает уменьшаться. Цена уже у нас не 8 с чем-то тысяч долларов, а цена у нас уже опускалась до уровня 7,5 тысяч долларов. Это цена акций компании Grayscale, которая просто нужно умножать на 10 тысяч, и все будет, в общем-то, в порядке. Будем мы видеть цену биткоина. Давайте поанализируем график, что мы здесь увидим. Grayscale предоставляла возможность крупным инвесторам официально со всей отчетностью входить в биткоин. Из-за такой официальности цена биткоина у них всегда стоила больше. То есть цена GBTC шла опережающими темпами к цене биткоина. Так было на растущем рынке. То есть, если биткоин был 20 тысяч, то здесь можно было его купить, допустим, за 22 или 23 тысячи. А сейчас же, ребята, мы видим какую ситуацию. Сейчас можно купить биткоин у Grayscale по цене ниже 8 тысяч долларов. Это в 50% скидка, это в 2 раза дешевле, чем его рыночная цена, ребята. Но почему-то никто не спешит покупать. И почему здесь не покупают, есть всего лишь 2 варианта ответов. Первый вариант ответа — это то, что умные деньги, а здесь находятся более умные деньги, чем в среднем на рынке, они не хотят покупать по такой цене, потому что они ждут цену ниже. Ну и вторая причина, по которой они не покупают, это то, что у компании действительно проблемы, и она может обанкротиться. То есть обе причины для нас очень плохие. Если у нас на данный момент цена на 50% ниже той цены, которая есть на самом деле на рынках, то, возможно, умные деньги ждут цену еще пониже. Например, еще так процентов на 20-30 ниже, когда цена будет равняться 6 тысячам долларов. Ну а 6 тысяч долларов, ребята, как вы помните, это цена, которая очень долго сдерживала биткоин. Просто очень-очень долго.
первое падение, ну практически второе, третье, четвертое, и здесь просто миллион разных касаний. Если подвести черту, у нас вот такая вот получается линия. И на мой взгляд, это была бы довольно-таки неплохая остановка в качестве дна для биткоина. Она все-таки была бы в 2 раза выше, чем наше предыдущее дно. Конечно же, не очень бы хотелось туда окунаться, но если мы туда все-таки упадем, то я буду закупаться, как говорится, на всю котлету. Если вы вдруг забыли, то давайте вспомним, скажем так, еще более ранний цикл, который был не в прошлом 2017 году, а еще раньше, позапрошлый цикл, который у нас был в 2014 году, ребята. И в 2014 году пики биткоина у нас были чуть меньше, чем $1200. И опускалась цена биткоина на тот момент на $192, даже чуть ниже. Падение было 84%. И после того цикла, то есть вершина которого была там на $1200, мы больше к ней не возвращались. Хаи последнего цикла 20 тысяч мы уже пробили. Теперь, ребятки, давайте еще немножко порассуждаем, какую информацию дает нам этот график. Ну, давайте посмотрим, какие у нас были здесь хаи, ребята. И хай у нас здесь был на уровне 58. Если на основном рынке цена биткоина первый раз доходила до 64 тысяч, второй раз до 69 тысяч, то у Grayscale такого не было. У нас даже второй пик был ниже, чем первый. То есть в районе 55 у нас остановился рост. Это еще раз подтверждает тот факт, что у нас здесь более умные деньги. Потому что они начали продавать свои биткоины еще когда он не дошел даже до 60 тысяч. Они начали распродавать их уже вот с уровня 48 тысяч, где у нас было уже вот большое падение. Ну и, ребятки, теперь ищите ответ на вопрос, почему же при такой низкой цене эти же умные деньги сейчас ничего не покупают. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.